Бизнес в Польше. Об этом должен знать каждый. Привет, меня зовут Стас, я 8 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом. И в этом видео мы поговорим о самом важном, черт возьми, о том, что у меня очень наболело, и то, что я собрал, исходя из примерно 200 последних платных консультаций, которые я проводил для 200 разных людей. Разные люди с разными источниками дохода, с разным стартовым капиталом, с разными целями, в разных странах. Все это я собрал, я посмотрел на это со стороны, и сейчас вам презентую тот список, не знаю, ошибок и решений, да, которые вы можете сделать, чтобы ваш бизнес в Польше точно получился, и вы просто не прогорели. Пункт номер 1. Сейчас лучшее время, чтобы выходить на европейский рынок через польскую юрисдикцию. Если вам интересно подробнее узнать про сравнение Польши и других стран, да, почему именно здесь важно делать бизнес, напишите под видео, напишите, что вам это интересно. Я запишу комплексное такое видео, да. Но сейчас максимально идеальное время, чтобы это делать. И не потому, что мы занимаемся регистрацией компаний, там, консультации какие-то проводим, потому что это, черт возьми, действительно так. И давайте разберемся. Во-первых, для украинцев есть возможность открывать частное предпринимательство в Польше. Представьте, это то же самое, что если бы в Украине, условно, какому-то там турку, который не имеет ни вида на жительство в Украине, ничего, тупо разрешили бы открывать физичную особу підприємця и платить там условных 5% от оборота. Это просто небывалая возможность, потому что вы можете условно на таких же условиях работать здесь на польском и, мало того, европейском рынке. То есть польское ЧП позволяет вам работать на европейском рынке и даже на мировом рынке, да, вот имея такое польское ЧП. Такую возможность дала еще одна страна, это страна Англия. Но там не все так просто. Во-первых, Англия далеко, она, ну скажем так, для некоторых недосягаема, туда надо попасть, туда надо доехать, долететь, там нужно очень много формальностей сделать. А здесь Польша, рядом, вы переехали просто на поезде, и у вас доступ просто ко всему европейскому рынку. Второе, немножко хочется вас предостеречь, кого-то даже напугать, да, если вы сейчас этого не сделаете, если вы сейчас не начнете бизнес в Польше, то потом может быть поздно. Потому что эту лавочку с частным предпринимательством для украинцев могут прикрыть. Льготы, которые Польша выплачивает украинцам, могут прикрыть. Польша выплачивает по каждому украинскому ребенку сейчас там, по 500 злотых, да, на ребенка. Это тоже могут отменить. Бесплатная медицина, это тоже могут отменить. Беспроблемное открытие банковских счетов для граждан Украины, для бенефициаров украинцев, да, это тоже могут отменить. То есть сейчас лучшее время, чтобы все-таки создать здесь компанию, либо частное предпринимательство и быстренько открыть банковский счет, быстренько получить ВАТ-номер, получить номер ЭОРИ, может какую-то лицензию, если вы там транспортом занимаетесь, либо у вас агенция працы, да, будет будущее. В крайнем случае это все заморозить, вот так вот запаковать, да, и пусть оно себе работает, чем потом кусать локти, да, и сейчас я постоянно встречаю такие кейсы, после того, как началась война, да, все устаканилось, и мы сейчас помогаем украинским предпринимателям, и человек говорит: а мы 3 года назад планировали, а мы 2 года назад планировали, а мы Польшу еще 8 лет назад смотрели. То есть, какие-то сумасшедшие цифры люди называют. Камон, ребята, там 3 года назад вы это планировали. Что еще должно произойти, чтобы вы как бы диверсифицировали риски и как-то начинали выходить сюда, на Европу? А тут непаханное поле, да, то есть тут, давайте так, я кажу, на Украине роботи не початий край. Тут минимальная конкуренция, тут еще пока мало наших там украинцев, белорусов, да, украинских компаний. Сервис плохой, можно конкурировать, никто не хочет работать. Давайте делайте это. Окей, с мотивацией, я думаю, достаточно. Кому надо еще больше мотивации, пишите под видео, и я запишу более такое структурированное видео на тему Польши и почему здесь супер классно делать бизнес, действительно. Теперь немножко такой философии, но это крайне важная штука, потому что, представьте, я провожу консультации каждый день, да, и, послушайте меня сейчас очень внимательно, наверное, я что-то понимаю и как-то со стороны могу эту всю ситуацию наблюдать.
Да? Поэтому вот вам ошибки и план решения этих ошибок. Во-первых, разберитесь с принципами ведения бизнеса, и при том, что неважно в какой стране. Несколько вещей, которые вам фундаментально нужно понять. Неважно, вы делаете бизнес в Беларуси, в Украине, в Казахстане, вы делаете бизнес в Польше, в Германии, в Америке. Это вещи, с которыми вы столкнетесь в любой стране. Разница между ИП и компанией. Вам четко нужно понимать разницу между ИП, индивидуальным, там, ЧП, да, и компанией. У нас есть видео на эту тему. Смотрите, ставите это видео на паузу, смотрите это видео и возвращайтесь сюда. Второе. Что такое доходы, расходы, чистая прибыль и что такое ВАТ? Я до сих пор консультирую людей, люди там, некоторые серьезные деньги зарабатывают, да, большие деньги, больше, чем я намного, но кто-то там не знает, что такое ВАТ, точнее, ни разу с этим не работал. Понятно, что есть много людей, которые, в принципе, не имели бизнеса, и они не знают, что такое книга доходов и расходов, там, они не знают разницу между чистой прибылью и оборотом. Да? То есть это банальные, простые вещи в пешей доступности. Заходите в YouTube, пишите там, что такое кэшфлоу в компании или что такое оборот, и вам выдаст кучу полезных видео на эту тему. Разрешение на работу. Из-за того, что вы родились в своей стране и там постоянно находились, у вас нет такой дефиниции, такого понятия, как разрешение на работу для иностранца. Но как только вы переезжаете в другую страну, причем практически в любую, да, вам нужно разрешение на работу. За этим каждая страна очень следит, для того, чтобы не убить свой внутренний рынок труда. Каждая страна за этим следит, неважно, Германия или Польша. Поэтому поймите, что это такое, в частности, как разрешение на работу работает в Польше, и спите спокойно. И последнее – это понятие налоговой резиденции. У нас была тема с вами про КИК, про контролируемые иностранные компании, про то, налоговым резидентом какой страны ты являешься. Это тоже важно понимать, это уже для более продвинутых предпринимателей, да, для тех, у кого реально есть денежные потоки, доходы из разных стран, из разных источников. Тоже безумно важная вещь. Да. Если вы находитесь в Польше больше 183 дней, вы становитесь налоговым резидентом, а значит, вы должны, скажем так, реструктурировать свои доходы, может какие-то компании закрыть, что-то наоборот открыть, где-то деньги по-другому выводить. Окей? Итого, пункт номер 1, исходя из 200 консультаций, разберитесь с принципами ведения бизнеса, просто с базовыми вещами. Поймите, как правильно считаются налоги в Польше. Каждая консультация и каждый ваш запрос, да, который вы оставляете на платную консультацию, кстати, ссылка под этим видео, я безумно вам благодарен и каждый раз это все объясняю. Но это не так сложно. Сейчас информации уже очень много. У нас есть, вот здесь тоже закреплю видео на тему налогов в Польше, у нас есть классные видео на эту тему. Уделите, пожалуйста, время, потратьте 1 час своего времени, и вы четко поймете, какие есть налоги в Польше, исходя из чего они платятся. Потому что дальше, мы пойдем по следующим пунктам, дело дальше не двинется. Если вы не знаете, что такое налог на прибыль для юридического лица, то вы не можете посчитать вообще свою прибыль и то, сколько по итогу вы сможете вытянуть себе в карман. Следующее. Поймите местный менталитет и так называемые негласные правила игры. Что значит менталитет? Менталитет – это те вещи, которые сложились, исходя из какого-то долгого промежутка времени, исходя из культуры, языка, в том числе войн, которые были, национальности, которые проживают в этой стране. Это вот такая вот вещь. Да? А вот негласные правила, видео на эту тему у нас тоже есть от Виталика, очень классно, оно набрало там 8000 просмотров, обязательно посмотрите его. Это вот те такие тонкие вещи, тонкие веяния ветра, которые могут учуять только те люди, такие как мы, да, которые здесь живут уже там 8, 9, 10 лет. Поймите эти принципы, поймите эти негласные правила, и вам станет намного легче делать бизнес. Например, все знают, что в Германии решения принимаются очень долго, и ты можешь там 2 года вести переговоры с партнером, но если он тебя в итоге примет и утвердится, то это там твой партнер на всю жизнь. Да? Все знают, что в Испании, в Италии, как минимум в Греции есть такая штука, как сиеста. Типа с 12 часов до 16 часов просто ты никого на улице не встретишь, все кафе закрываются, все ролеты закрываются, и просто город останавливается. Да? То же самое, такие есть принципы в Польше, смотрите видео в подсказке. Банальный такой пример, это то, что, мне кажется, уже все знают, что в Польше после 16 часов ничего не нарулишь, никому не дозвонишься, никакие госорганы не работают,
СТО все закрываются, ну, короче, тоже все немножко вымирает до следующего рабочего дня. Да? И таких принципов и нюансов очень много. Исходя из того, что у вас есть понимание, как делать бизнес, исходя из понимания польских налогов, исходя из понимания менталитета и негласных правил, вам в идеале посчитать цифры. Да, я знаю, что многие это не любят, я это не люблю, честно, я вообще не умею считать, да? Но надо как-то, ребята, этому учиться, потому что если вы хотите заниматься бизнесом, то бизнес — это про цифры, бизнес — это про показатели, бизнес — это про денежные потоки, поэтому учитесь считать, пожалуйста, цифры. Зная налоги, можно сесть и примерно посчитать, сколько у меня будет продаж, какой у меня будет средний чек, или взять средний чек и количество продаж, которые у вас были в вашей стране, натянуть это все на польскую налоговую систему и, пожалуйста, понять, какая будет декомпозиция и вообще сколько вы сможете здесь зарабатывать. Следующее. В идеале сделайте тестовый запуск на польский рынок, тестовый запуск ниши. У нас такой даже продукт есть, да, мы некоторым клиентам помогаем выходить на польский рынок и делаем какой-то тестовый запуск. Это может быть рассылка коммерческих предложений, это может быть какая-то комплексная история, где мы создаем сайт, запускаем на него рекламу, но если ваша ниша позволяет это сделать, обязательно это сделайте. Сэкономьте себе, ну, там, потенциально потраченные десятки тысяч долларов, потратив вначале там 1000, 2, максимум 5000 долларов, да, и поймите вообще, едет эта вся история или нет. Ребят, последнее, найдите проводника или операционного управляющего. Найдите человека, либо компанию, с которой вы можете очень плотно взаимодействовать, как в наших странах любят, на короткой ноге, да, чтобы этот проводник смог вас ускорить и смог быстрее запустить все процессы и как можно меньше избежать вот этих вот ошибок, да, которые можно допустить. Есть предприниматели, которые говорят: мне это не нужно, я хочу разбираться во всем сам, мне нужно самому контролировать процессы, мне это важно, и это окей. То есть если у вас есть на это время, желание и деньги, энергия, супер, да. Но практика показывает, что возможно не с первого раза, потому что есть куча кидалова на рынке, есть куча неадекватных людей, да, которые хотят, скажем так, казаться, а не быть, да, то есть они кажутся классными, но внутри там пусто. Нужно потратить усилия, перелопатить несколько подрядчиков, обязательно начните с нас, к остальным вам потом не захочется идти просто после адекватного общения с нами, да. Но вот этот проводник, он очень сильно вас ускорит и перекроет вам кучу рисков. То, что касается управляющего, важный такой комментарий, мы об этом часто говорим. Ребята, мы говорим за Польшу. В Польше говорят на польском языке, в Украине говорят на украинском языке. Государственный язык украинский, да. Не стоит обижаться или агриться, да, агрессивничать или там что-то кому-то предъявлять, если вам звонит в 7 утра инспектор какой-то и на польском языке там у вас что-то спрашивает. Типа там: здравствуйте, Станислав, вы там, я не знаю, регистрируете компанию, а там точно ли адрес правильный. Неважно что, да. В Польше говорят на польском языке, в банках говорят, ну, как бы предпочтительнее на польском языке. Найдите себе либо управляющего, либо просто будьте готовы там ускориться и за 3 месяца выучить польский язык. Слава богу, что польский язык очень простой. Это простая история. Дом на польском будет дом, да. Есть какая-то путаница и каламбур в некоторых словах, но в целом это очень простой язык, это не немецкий, да, это не испанский. Поэтому, камон, ну, потратьте время, наймите там репетитора, если вы предприниматель. За 2 месяца, за 3 месяца можно понять базу, либо опять же нанять человека в штат, какую-то там девочку, мальчика, да, на небольшую зарплату, либо более профессиональную компанию, как мы, которая сможет, ну, там, решать вопросы на польском языке и еще и там заниматься оптимизацией налогообложения и другими операционными вопросами. На этом все. Я верю, что это видео было для вас полезным. Если так, напишите, пожалуйста, в комментариях, вообще полезно или нет, потому что я долго думал, что записать. Мне как бы в каком-то смысле надоело уже там рассказывать про регистрацию компании, про то, что такое PESEL и EPUAP. Я надеюсь, вы знаете, что такое PESEL и EPUAP. Не надо у меня спрашивать под этим видео. И захотелось как-то немножко на такую философскую тему поговорить, но при этом не менее важную. Как по мне, это самое важное, что я могу сейчас в текущей точке дать вам. Подписывайтесь на наш канал, если вам нужна помощь в выходе на польский рынок, регистрация компании, консультации, снизу под видео есть все ссылки по папке.